Приветствую всех на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Сегодня буду работать с полосками различной длины. И ткани я подобрала тоже разные. Это и штапель, и шелк, стрейчевая ткань, хлопковая и портьерная. То есть, подбирая нужный цвет, вас не должно останавливать ни качество тканей, ни фактура. Из этих кусочков я буду нарезать полоски шириной 3 сантиметра. И нарезать буду не подряд, а по мере надобности, потому что будет определенное цветовое решение, и по длине полоски будут самые разные, от коротких 6-7 сантиметров и до 30. Это будет видно по ходу работы. Основой будет служить фланель, она же будет играть и роль прокладки. Для начала я прочертила центральные линии, чтобы разместить центральную полоску. Чтобы она лежала по центру. И эта полоска у меня самая яркая, контрастного цвета со всеми остальными. И ширина ее немного больше. В данном случае 4 сантиметра. К этой полоске с двух сторон я пришиваю полоски одного цвета. Пришила, отутюжила, лишнее срезаю. Теперь к первым 3 с торцов пришиваю светлые полоски. Так, пришила, отвернула, загладила. Лишнее срезаю. Это портьерная ткань с атласным переплетением. И на лицо я использую матовую изнаночную сторону. Я часто прибегаю к такому приему, когда мне не хочется бликования тканей. Следующими я взяла вот такие полоски. И это будет по ширине нашитых полосок. Так, полоски на месте, очередные полоски пришиваем к торцам. Я так думаю, что принцип нашивания полосок понятен. В этой работе важно соблюсти подбор цвета полосок. Наверное, уже заметили, что по длинным сторонам у нас располагаются полоски потемней, а по коротким светлые. Вся фланель зашита полосками. Верхняя деталь готова. По периметру я тоже сделала отстрочку. Я вырезала деталь, которая равна верхней части. И теперь я все это вместе соединю стежкой. Я простегала, стегала по линиям шва, начала так отсюда и пошла как по спирали. С изнанки это хорошо видно. Таким образом. И теперь осталось мне осноровить. Выровняю по сторонам. Я осноровила. И сейчас буду окантовывать. Для окантовки я взяла бейку желтого цвета. Это покупная бейка, мне ее подарили. Но я знаю по опыту, что для того, чтобы окантовывать такие вещи, надо брать бейку на полсантиметра больше. То есть 3,5 сантиметра. И так как она у меня есть, и мне ее надо использовать, я воспользуюсь, конечно, этой бейкой. И начинать лучше всего с одной из сторон, не с угла, а примерно где-то здесь. Я пришила бейку. И когда бейка узковата, можно ее пришить, не выравнивая срезы, а наложив чуть повыше, как у меня, например, здесь. Видно, да? И тогда остается больше возможностей для манипуляции. Бейку я сначала пришью ножевулькой.
Когда бейка приметана, то легко ориентироваться вот по этим стежкам. И при сшивании ты уже уверен, что с нижней стороны бейка никуда не сбежала. Пристрочила бейку. И вот так она выглядит с изнанки. Ну и, собственно, на этом, можно сказать, работа закончена. И вот такая салфетка получилась из узких полосок, можно сказать, из бросовых лоскутов. У этой салфетки есть подружка. Она немножко отличается. Использовать такую салфетку можно как ланчмат, можно как просто салфетка на стол. Я буду рада, если вам понравилась такая идея и кому-то она пригодится. Буду рада вашим отзывам и лайкам. И не забудьте про колокольчик. А я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.